Смарт-часы с AMOLED-экраном, операционной системой BlueOS с использованием искусственного интеллекта, поддержкой eSIM и модуля NFC, встроенной GPS-навигацией, стильным металлическим дизайном, более 100 видов тренировок, круглосуточный мониторинг вашего здоровья и время автономной работы до 21 дня, то есть 3 недели на одном заряде аккумулятора. Как вы уже поняли, это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к смарт-часам под названием Vivo Watch GT. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в белой упаковке из плотного картона, на упаковке есть название и краткие характеристики модели. Упаковка отличная. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком, краткое руководство и магнитное зарядное устройство с 2 пинами. Весят смарт-часы 46,6 грамма, а габариты составляют 45 на 42 на 13,5 мм. Напоминаю, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо просто подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Можно даже русским языком. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стримах. Если победите, я вам прям в телегу и напишу. Перейдем же к смарт-часам. Перед началом отмечу, что данная модель поддерживает eSIM и Bluetooth соединение, но наличие eSIM для нас не актуально, так как нет поддержки русских операторов. Что, к слову, и касается NFC модуля, который служит как ключ для автомобиля, ключ для умных замков, транспортных карт и не только. Возможно, кому-то удастся завести NFC-ключ, кулибинов хватает у нас, часто так и происходит, но в стоке без танцев с бубном это сделать невозможно. К слову, у меня уже были на обзоре смарт-часы Vivo Watch 3, по функционалу они очень похожи, плюс операционная система одна. В продаже есть только темная, серая и белая расцветка корпуса. Дизайн модели интересный, выглядят смарт-часы аккуратно. Средняя рамка выполнена из алюминиевого сплава с полуматовым покрытием, а тыльная часть из глянцевого пластика, по всей видимости. Царапать не стал, но очень на пластик похоже. Собраны смарт-часы хорошо, материал тактильно приятный, но люфт у кнопки заметный. Ремешок в моем экземпляре выполнен из силикона, охват запястья от 130 до 210 мм. Застежка неудобная, так как надеть смарт-часы после того, как они намокли, очень сложно. Но плюс за фирменное крепление, так как можно быстро и без проблем заменить ремешок. Но только на ремешок с таким же креплением. Во время носки смарт-часы не доставляют дискомфорта, ремешок не натирает и запястье под ремешком особо сильно и не потеет. Далее на корпусе расположили область для зарядки, датчики мониторинга здоровья, микрофон и, разумеется, динамик. По датчикам, разумеется, здесь есть оптический датчик частоты сердечных сокращений и содержания кислорода в крови, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик и датчик внешней освещенности. Из элементов управления на правом торце расположили механическую кнопку-коронку с красным кругом, которая отвечает за переход в меню и возврат. Перемещение по интерфейсу, прокручивая коронку, а зажатием можно перейти во вкладку с выключением, перезагрузка устройства и вызовом экстренного номера. Прокрутка сопровождается вибрацией, но она далеко не топовая. На нажатие также можно установить голосовой ассистент Jovi. Летим дальше. Vivo Watch GT имеют AMOLED-экран на 1,85 дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей и 2,5D стеклом. Операционная система BlueOS. Система имеет множество настроек, за что плюс, но она не поддерживает русский язык, что неудивительно, так как это китайская версия, но есть английский перевод. Скроллинг довольно плавный, экран имеет хорошую цветопередачу, но рамки громадные, а также сама система слегка подтормаживает. При измерении яркости экран выдает в среднем 800 люксов в режиме фонарика и 720 люксов в системе, и этого более чем достаточно. Автоматическая регулировка яркости на борту, как и технология Always On Display, AOD работает по расписанию, и стиль AOD зависит от циферблата. Конечно же, если циферблат имеет свой стиль AOD. При поднятии запястья экран загорается моментально, даже с включенным AOD. Спящий режим максимум 60 секунд, а также есть авторежим. Накрытие ладонью для выключения экрана и одиночное нажатие на экран для пробуждения срабатывают корректно. Данные функции можно настроить. Плюс есть различные жесты для управления. Далее, по свайпам с главного экрана сверху вниз. Уведомления снизу вверх, панель быстрого доступа, без регулировки яркости, но с возможностью включения-выключения функции автоматической регулировки яркости. Далее можно включить-выключить режим энергосбережения, воспользоваться фонариком, включить-выключить AOD, перейти к настройкам и не только. Свайп слева направо погода, голосовой помощник, плеер и функция AI Watch Face. Создать Watch Face можно, произнеся определенную команду на английском языке. Но смарт-часы понимают не с первого раза, но в целом это очень даже удобно. К примеру, захотели себе котейку на главный экран, произнесли команду и можно установить. Но, к сожалению, смарт-часы не предоставляют выбор, необходимо заново заводить команду. Свайп справа налево, карточки с ячейками, которые можно персонализировать под себя, как и сортировать меню. К слову, сортировка очень удобная, так как не нужно заходить в настройки, можно просто в меню зажать то приложение, которое вам необходимо передвинуть.
подчеркнуть. В целом, вспомогательных функций данная система имеет очень много. В меню есть некоторое количество предустановленных китайских приложений, которые можно удалить, и из интересного у нас здесь секундомер, таймер с возможностью работать в фоновом режиме измерения уровня шума, будильник, который можно добавить прямо со смарт-часов. Сразу, кстати, Xiaomi Watch 4 вспоминаются, Sport Edition, у которых нет мультизадачности. Недавно был обзор, посмотрите, до какой степени ПО может быть разное при разном подходе. Погода с подробным прогнозом и музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне. Удобно, что на смарт-часы можно загрузить музыку, так как есть выделенная внутренняя часть в размере 1,49 гигабайта. В фирменном приложении, как и на самих смарт-часах, есть App Store, где можно найти некоторые полезные приложения, к примеру, калькулятор, разные игры, но по большей части все заточено под Китай. А из-за закрытой операционной системы BlueOS установить сторонние приложения, к сожалению, возможности нет. В настройках помимо перечисленного уже есть два стиля отображения: включение индикатора уведомлений в виде красной точки в верхней части экрана на циферблате, настройка режима «Не беспокоить» и режима «Сон», и включение пароля для смарт-часов. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 это хорошо, но последний у нас 5.4. В настройках можно подключить Bluetooth устройство, к примеру, наушники, но вот нагрудный датчик не подключается. Но в настройках есть функция для передачи пульса со смарт-часов, к примеру, на беговую дорожку. Также можно включить функцию уведомления при отключении Bluetooth. Далее, тренировок на борту достаточно, есть отслеживание плавания, активность, планы, курс, компас, барометр, автоматическое распознавание активности, автоматическая пауза, встроенная GPS-навигация, разминка перед тренировкой и некоторые настройки для тренировок. Тренировка может работать в фоновом режиме, что очень удобно. Пройденный маршрут можно построить в приложении и на смарт-часах, но в приложении не отображается карта, а только маршрут. Загрузить сторонние маршруты возможности нет. Шагомер отрабатывает довольно хорошо, погрешность минимальная. Далее, Vivo Watch GT могут измерять пульс, SPO2, уровень стресса, мониторить сон вместе с коротким дневным сном и измерять уровень шума. Пульс, SPO2 и уровень стресса можно измерять вручную или в автоматическом режиме. Но для измерения пульса предоставили еще смарт-режим. Стандартно можно включить различные напоминания, дыхательные тренировки. Удобно, что данный функционал настраивается не только через фирменное приложение, но и через смарт-часы. Результаты измерений в целом корректные. Графики отображаются как на самом устройстве, так и в приложении. Далее, Vivo Watch GT поддерживает функцию Bluetooth вызовов. С них можно звонить и разговаривать. В меню есть приложение «Контакты» с синхронизированными контактами, набором номером и историей вызовов. К плюсам отнесу, что система позволяет удерживать один и тот же вызов с активным вторым звонком. Динамик отрабатывает отлично, но вот микрофон плохо улавливает голос. С другой стороны, для коротких разговоров его будет в принципе достаточно. Мало кто по часам очень долго говорит. Вибромотор мощный, настраиваемый, но я бы не сказал, что он тактильно приятный. Уведомления приходят моментально, иконки отображаются, но не все. А вот смайлики отображаются. Уведомления переведены на русский язык. К слову, в системе изредка встречаются русские слова, но в основном это английский и китайский. Отвечать на уведомления нет возможности, за что отдельный минус. Но я считаю, что со временем производитель предоставит возможность отвечать на уведомления. Летим дальше. Емкость аккумулятора 505 мАч, полный цикл зарядки смарт-часов от родного зарядного устройства занял 1 час 15 минут. Время автономной работы без включенного АОДа составляет около 8 суток, что является великолепным результатом. Стандарта защиты от влаги и пыли я не обнаружил, несмотря на это я протестировал их на водонепроницаемость, по итогу с ними ничего не произошло, но в сауну, баню, для любых контрастных температур я бы часы эти не советовал, и перед душем я бы тоже снимал. Приложение Vivo Здоровье. В приложении есть 4 вкладки, основные это вкладка со всем результатом мониторинга здоровья, вкладка тренировок, вкладка с подключенными устройствами и профиль. На главной странице с часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, есть кликабельные циферблаты, динамические циферблаты, а также есть возможность установить любое изображение на заставку. Далее в приложении можно обнаружить магазин с приложениями, настройку мониторинга здоровья и тренировок, вкладку, через которую можно загрузить музыку, настройку уведомлений, поиск устройства, будильник, погода и обновление прошивки. Мне, к слову, обновления уже прилетали. Далее. Минусы. Зарядка с пинами, закрытая операционная система, большие рамки у экрана, нет возможности отвечать на уведомления. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. На Алишке стабильно раз в месяц распродажа, иногда даже 2. И даже если вы хотите купить подобное устройство, обычно во время распродаж самый низкий курс на обмен рубль-доллара, а электроника, разумеется, продается не за рубли. И поэтому плавают ценники, владельцы маркетплейса устанавливают свой курс для валюты. Соответственно, дропается цена, даже без промокодов. Напоминаю, что я сейчас оставляю ссылку не на товар, а на телегу. Резюмирую. Vivo Watch GT действительно отличные смарт-часы с обширным функционалом, но не для использования в Российской Федерации. К слову, у этой модели есть копия, а именно iQOO Watch GT. Они ничем не отличаются, по всей видимости, только разве ценой. Тоже на руках, но пока их не активировать, потому что они пришли новые, но активированные под другой аккаунт. Мне Vivo Watch GT понравились. Система
система BlueOS достойная, хоть и закрытая. От меня девайсу максимально скромная дата, как это китайская версия. Если вы на нее потратите деньги, скорее всего, вы просто поиграетесь и это дело выбросите. И даже если захотите продавать, вы это очумеете продавать. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Всем, кто оставляет любой комментарий, знайте, вы помогаете проекту. Отличного вам дня, добра и удачи вам, дорогие друзья.